Друзья, всем привет! Продолжаем разбор хлама. Сегодня решил разобрать, у меня была коробка такая вот с панелями, со всякими. Вот это четверочная, это шестерочная, спидометр, кажется, не помню, волговский даже. Также есть вот от копеечки, вот такая красота. Ну и так, всякая мелочь, вот тоже вот разобранный спидометр, датчики. В общем, сейчас я все это дело с панелей сниму. Ну, и будем уже в отдельности разбираться. Смотрим. Так, ребят, раскидал панели. В общем, вот все крепежи, что было. Ну, тут в основном они цинковые или дюралька. И вся фигня. Сдернул все лампы с фишками. То есть, вот потом все разберется. Ну, сразу пойдем. Вот панелька, та самая копеечная. Блин, лампочки. Не стал выкидывать сразу. То есть, вот отсюда сзади сдернул лампочки. Их пока. Просто надкусил корпус, пластик, пластик, пластик. То есть вот так она внутри выглядит. Блин, я так понимаю, тут отдельно ничего не снимается. Так, ребят, вроде все винты скрутил. В общем, вот так вот это выглядит. Достаем одну часть. Блин, тут просто крышечки сняли. Ну, в принципе, как видите, особо интересного ничего нету. Две медных катушки и немножко латуньки. Ну, тут так тоже, на мой взгляд, у него латунька, дюралька. Это что, поролон? Это поролон. Ну и все. В принципе, тут брать-то нечего. Ну, сама вот эта, наверное, алюминиевая, да. Магнит не берет, алюминчик. Видите, цветнина только. Откладываем это дело. Дальше, насколько я понимаю, это волговский. Сниму только, ну, здесь вот, видите, как выглядит. Лампочки еще не снимал. То есть вот пару винтов раскрутил и надкусил вот эту саму крышку со стеклом. Надеюсь, все вылезет. Да, вылезло. Но тут тоже особо интересного ничего. Свет пропал. Так, ну тут такая же беда. Дюралька. Немножко латуньки. И в принципе, ну, железо. Больше тут нифига нету. Беднота. Ну, пойдет на цветнину. Так. Наверное, сразу пройдемся по четверочной панели. Вот так вот она выглядит. То есть полностью все крышки, все снял. Раскрутил. Ну, не знаю, полностью раскрутил. Так, это что у нас? Датчик чего-то. Немного меди, латуни. Это не хочет сниматься. А почему? Потому что я винты не открутил. Да, винты забыл открутить. Сейчас это быстро дело урегулируем. То есть вот тут такие гаечки были. Думал, что везде открутил. Но нет. Ну, как сами видите, сзади также лампочки вынимаются отсюда. То есть вот таким движением. Так, все вроде открутил. Класс. Не хочет. Ударил в одном месте, вылетел с другой стороны. Что у меня вылетело? Цилиндр вылетел. Ладно, фиг с ним. Итак, тут в принципе видим маленькая медная катушка. Немножко алюминия, железа и все. Тахометр. Ладно, тахометр не вылазит. Посмотрим спидометр. Также дюраль. Пару, думаю, латунок штырьков. Вот еще один. Все. То есть и железо. Все в общей куче разберется. Что-то не... фишки не снял. Да, вроде бы все сделал. Так, вот у нас тахометр как выглядит. Ну, тахометр уже поинтересней. Вижу, полубачата стоят, МЛТшки, резистор. И все. То есть больше тут взять нечего.
слышал я про тахометры советские, но это уже российского производства, то есть он пустой. Все берется на трясину. Остались последние два датчика. Кондер большой, типа МЛТшки, и медная катушка. А вот латуньки чуть-чуть. Блин, ушел из кадра. Вот кондер большой, немножко латуньки, медная катушка, видите, внутри. Пойдет на цветняк. Лампочку нафиг. Не хотят они вылазить. Он сразу загну, чтобы было видно. Тоже медная катушка. Вот это, наверное, латунная проставка и алюминий. Все в цвет мед. Потом разберется. И все это дело отдельно уже просто завесим. Что можно заработать на цветнике. Так, ну и пойдем по шестерочным. Их я только раскрутил, но еще не вскрывал. Я понимаю, что кольцо по-другому открывается. Это кольцо, я так понимаю, оно не магнитное. Да, магнит не берет. На скусе это латунь. Нормально, цветняк уже есть. Его нафиг. А вот. Тут все пластиковое. Ну тут, как видите, стандартный набор. Латунь, дюралька. И все. На цветнину. Тахометр один я уже скусил. То есть вот. Выглядит он так внутри. Также полубочонок. О, видимо, магнит. Да, магнитик есть. Полубочонок. Диодик один вижу. Ну, МЛТшка. Ну, в принципе, ничего. А вон еще. Вон такой маленький, желтенький арбузик пузатый. Это диодик тоже с позолотой внутри. А ну вот этот, насколько я помню, это что-то как советские тиристоры. То есть в нем серебрушка есть. Ну, есть. Вот такой был тоже тахометр без крышки. Но я думаю, уже современный. То есть, как видите, латунь, алюмишка. Ну, немножко, пару полубочат. И, в принципе, ничего. Ну, он диодики. Но это уже, наверное, все импортное. Ну, будем снимать, смотреть. Еще один тахометр. А, нет, вру, это спидометр. Тоже такой же стандартный набор. Ничего интересного. Все цветнее. Это что у нас? Это у нас тахометр. Я его еще не вскрывал. Перекусим. Вот. Сколько стекла и всего, что не нужно. Так, а вот этот тахометр уже постарее. КМочка, ребята. А вот она и реально КМочка. Как видите, все-таки в тахометрах они есть еще. Блин, каков ж ты года-то? Не знаю. Ну, вот эти, это серебрушкой. К73. А, нет, это К73, это фольга вообще. Транзистор КТ-315. А годик вижу. 73-го года этот тахометр, ребят. Поэтому здесь есть КМочка. Также вон он. Позистор советский. Зеленая таблеточка такая с дыркой в середке. Ну, вот это уже поинтересней. Ну, еще диод. В принципе, больше ничего нет. Вот это К76. Таких мне еще не попадалось. Надеюсь, маркировку видно. То есть, если что-то найду, на экран выведу по нем. Вот, это хороший тахометр. То есть, тут уже можно что-то взять из драгметаллов. Дальше пойдут у нас датчики. Это датчик температуры. Сколько у меня уже тут мусора на столе. Ну, не зря это выпуск по разборке хлама. То есть, друзья отдали. И так у меня он валяется без дела. Датчик температуры. Медь и латунь. Ну, возможно, еще алюминий. Пойдет в общую копилку с цветниной. Так, еще один датчик чего-то.
Это что у нас такое? Лампочка была, да, лампочка. Наверное. Это датчик тоже температуры. Ну, какой-то уже старенький. Надеюсь, вывалится. Не хочет. А, из-за того, что клеммки зажаты. Вот оно что. Сейчас он у меня захочет. Все. Так. Ну, тут, в принципе, ожидаемо. Медь, алюминий. И все. То есть вот такая красота. Ну, корпуса, соответственно, железные. Пойдут железо. Так, еще одна лампа. А, нет, она уже припаяна. Не будем с ней ничего делать. Оставим так. Это датчик уже топлива. Та же беда с клеммами. Надо сразу их разъединять. О, тут что-то отвалилось. Я так понимаю, кондерик какой-то. Две ножки было. Также медные катушки. Алюминий, латунь. Что у нас еще? Еще один датчик топлива. То есть, как видите, панельки были разных годов, поэтому и, соответственно, выглядят они немножко по-разному. Да. Этот датчик вот так выглядит. Также латунь, медь, алюминий. Но все равно, видите, вроде мелочь. Кто-то их просто выбрасывает. Можно разобрать на цвет мед. Еще один датчик. А, это масло уже. Так сказать, олейчика нарисован, дом топлива. Так, тут ничего. Также медь, алюминий, латунь. И вот такой здоровый датчик масла, не знаю с чего. Сейчас мы попробуем. Начал кусать, он ломается. А, тут вот как. Тут как на Волге, на спидометре. Снаружи все заклепки. Так просто не скусишь. Ладно, ничего страшного. Стекло как расколол, жалко. Собирать потом просто здесь все. Так, что ты выскочишь, нет? Выскочил. Так, все. Винты, я так подозреваю, латунные. Тут также медная катушка, алюминий. Вот одна МЛТшка повисла. То есть, ребят, как видите, не особо все богато. Ну, то есть, парад был один спидометр. Ой, тахометр, вот этот. Блин, годик не видно. Ну да ладно. В общем. Так, ребят, ну в общем, все разобрал. Железяки от цветнины отделил. Ну и без опар, просто тут холодно у меня. Я занес вот домой вечером, включил киношку, сел, так в коробочке все это дело перешелушил. Давай сейчас 5 часы, весы запустились. Оттариваем. Так, это у нас цинк. Железо не стал извлекать, ну потому что на нее все равно скидку делают. То есть, видите, почти 600 грамм цинка. Ну так чистоганом, наверное, полкило будет. Убираем назад. Так, такая вот у нас мелкая латунька. Ну, видите, клеммочки, втулочки. Корпуса, кстати, латунные оказались. Правда, не все. Вот мелкая латунь. 310 грамм. Я думаю, шикарный результат для такого хлама. Он все равно в мусор бы пошел. Так, что у нас осталось? Осталась у нас медяха. Медяхи вот со всех катушек вышло два таких пучка. Ну, 79 грамм. Мелочь. Ну, что сделаешь. Проводочки длинные. И какие покороче там были. Ну, такие с палец примерно длиной. Откинул пока. Потому что они не чистятся ни хрена. Откинул на обжиг. И вот алюминий. Это корпуса. Как видите. 111 грамм. Вот латуньки с них повыковыривал. То есть, я думаю, неплохо. Так, еще осталось железо. Железо сейчас бы не рассыпать. Так, жму паузу. Сыпал железо. Ну, пришлось 2 руки, кажется, позадействовать. Видите, кило 160. Ну, грубо говоря, тут все корпуса, все мелочи, винтики, гаечки. Вот такие уже обрезанные платки. А нет, пардон, уже без тары. Сейчас мы оттарим. Все по нулям. Вот обрезанные платочки.
Отсвечивает. Платок 77 грамм всего. Ну, пойдут вот в кучу на сдачу. В принципе, все. Вот такое количество деталюх. Сейчас вам приближу, покажу, что я поснимал. То есть и отдельно. Давайте, наверное, сейчас весы вторые запущу. Сейчас стартану. Ага. Вот она, та самая маленькая. Вон, не подцепишь. Вот она, КМ-очка, маркировку. Я думаю, разглядите. Не фокусит нифига. 5H90. Ну, это хорошая группа. 0,36. Ну так, ребят, немножко расхламился, немножко подзаработал. Все, всем спасибо. Всем пока. Будем дальше расхламляться.